Друзья, всем привет! В своих видео я уже неоднократно рассказывал вот про такой вот обогреватель Norman электроконвектор, к которому подключали к умной розетке и градуснику и строили с ним систему умного дома. Но мы решили обновиться и купили себе вот такой вот умный обогреватель Thermex. А если быть точным, сразу 4 штуки, ведь мы будем строить в доме электроотопление. Вот такой вот обогреватель. Данная модель 2 киловаттная, как видите, выглядит она очень эстетично и очень здорово. Просто прямая панель, достаточно тонкая, нагревательный элемент, конечно же, внутри и с сенсорным управлением. Но самое чудо данного обогревателя в том, что он полностью управляется по Wi-Fi. Он подключается к системе умного дома Tuya, либо Smart Home, либо к своему собственному Thermex Home. На передней панели данного конвектора, кроме сенсорной панели управления и небольшого экрана, который, кстати, ночью сильно не напрягает, светится он не ярко, больше ничего нет. Здесь всего 4 кнопки. Сверху у нас включение режима мощности, сбоку справа у нас таймер, снизу кнопка включения-выключения и слева кнопка настройки температуры. Абсолютно все органы управления находятся по правой стороне, в том числе и провод. Также у него есть физическая кнопка включения и выключения, что очень удобно. Так можно полностью обесточить конвектор. На задней панели у него есть специальный кронштейн для подвеса к стене. Его можно не только ставить на колесиках, но и крепить на стену. Чего нет, кстати, в конвекторе Xiaomi. Хотя изначально я хотел купить их, и только из-за подвеса выбор пал на Thermex. Снизу мы можем видеть датчик температуры и колесики. Колесики прикручиваются непосредственно к корпусу на 4 самореза. И они пластиковые, но это неплохо, все очень крепко стоит. Внутри самого конвектора идет монолитный X-образный нагревательный элемент, но он рекламируется как супер новомодный, хотя по факту, что он меняет от обычного, мне не совсем ясно. Время покажет, как это будет работать. Также, кроме 2 киловаттных конвекторов, бывают еще на 1 и 1,5 киловатта. Эта моделька 1000E на 1 киловатт. И данный небольшой конвектор будет служить у нас в ванной комнате. Он точно такой же, как и большой 2 киловаттный, но в 1,5 раза, а то и в 2 меньше по размеру. Вот, можем сравнить. Стоят рядом 2 киловаттный и 1 киловаттный конвектор. Только приехали, только из упаковки и еще, как видите, даже с наклейками. Они полностью идентичны, органы управления тоже полностью идентичны. Если поставить их рядом, то видно, что 1 киловаттный конвектор чуть меньше, чем в 2 раза меньше, чем 2 киловаттный конвектор. Даже коробки у них одинаковые. Все расписано абсолютно идентичный функционал. В общем, кроме как размером и потреблением, они ничем не отличаются. На 1 киловатт и на 2 киловатта. Ну а теперь давайте попробуем подключить данный конвектор. Включаем его в розетку, включаем физическую кнопку включения и ждем, пока конвектор включится. После чего нам нужно зажать до характерного звука 2 кнопки, отпустить их, и мы увидим, что значок Wi-Fi начнет моргать медленно. Это говорит о том, что мы можем подключаться. Дальше переходим к нашему приложению умного дома Tuya Smart. Жмем сверху на плюсик и выбираем «Добавить устройство». Выбираем «Мелкая бытовая техника», и сразу сверху обогреватель Wi-Fi. Выбираем нашу сеть, напоминаю, только 2,4 ГГц, и жмем, что конвектор моргает медленно. После этого нас отправляют в настройки Wi-Fi. Конвектор начинает вещать свою сеть. Нам нужно выбрать ее. Как видите, это Smart Life DA4A. У каждого конвектора, кстати, своя, но начинается обязательно со Smart Life. Подключаемся к ней, и нас кидает обратно в настройки.
конвектор начинает подключаться к вашей существующей домашней Wi-Fi сети, подключаться к интернету. После этого он уже будет зацеплен за ваш Wi-Fi. Подключаться к нему отдельно больше не нужно. После этого конвектор в интернете. Просто ждем, пока он настроится. Вот и все. Наш обогреватель добавился. После этого обзовем его и назначим ему место в комнате, где он находится. В нашем случае это будет обогреватель спальни. Жмем кнопку «Завершить». После этого нас перебрасывает в интерфейс самого конвектора. Тут все достаточно просто. Мы можем прибавить или убавить температуру, которую мы хотим, чтобы конвектор поддерживал в помещении, и пробежимся снизу по кнопкам в меню. Кнопка «Включить-выключить». Дальше идет кнопка «Управление мощностью», на которую, если мы нажмем, появится менюшка «Низкая либо высокая мощность». В данном случае это 1 или 2 киловатта. А на маленьком конвекторе это либо полкиловатта, либо киловатт. Если мы нажмем замочек, то сенсорная панель на самом обогревателе работать перестанет. Это режим защиты от детей. И также можем поставить его работу по таймеру, либо по недельному расписанию, чтобы он включался и выключался в конкретные промежутки времени. Кстати, что касается температуры, как видите, сейчас в помещении плюс 26, но если мы поставим на конвекторе, чтобы он поддерживал, допустим, 22, то он будет стоять в режиме ожидания и не будет греть. Но как только температура в помещении упадет меньше 22-21 градуса, конвектор включится, догонит температуру до 22 заданных градусов и выключится. И вот так вот циклом по кругу будет помещение поддерживать заданную температуру. Это то, что нам и нужно. Классная тема. Кстати, чему я был не совсем приятно удивлен. Напомню, мы купили 4 штуки. 3 2-киловаттных конвектора настроились абсолютно одинаково и на русском языке, а 1-киловаттный маленький конвектор определился как панель хейтер на английском языке. Видите, у него даже другая иконка. Хотя внешне он выглядит абсолютно одинаково. И сама прошивка, сама менюшка данного конвектора полностью на английском языке. Я интересовался у поставщика, почему же так. Ну, такие вот разные поставки. 2-киловаттные одни мозги, у 1-киловаттных другие мозги. Хотя основа и весь функционал абсолютно одинаков. То же меню, те же кнопки, те же функции, все то же самое, только на английском. Также в комментариях многие пишут в интернет-магазинах о том, что если пропадает электричество, этот конвектор больше не включается. И так и есть, он остается в режиме ожидания. Но это не совсем так. Если настроить умный сценарий, то конвектор будет включаться даже после пропадания электричества, когда вас нету дома. Итак, переходим в нашу систему умного дома Tuya Smart, и нам нужно сделать сценарий. Мы будем создавать сценарий для нашего только что подключенного конвектора в спальне. Жмем «Сценарии», жмем «Создать сценарий», делаем при изменении статуса устройства обогреватель спальня, состояние выключен. Если он выключен, тогда жмем на «Тогда» плюсик, запустить устройство, конвектор в спальне, состояние включено. При этом советую еще задать нужную вам температуру, для примера 22 градуса, и режим мощности. Я ставлю низкий. Получается такой цикл. Если конвектор выключен, тогда он включен, на нем такая-то температура и такая-то мощность. Но при этом вы больше не сможете с кнопки выключения конвектора на панели его выключить, только физической кнопкой. Либо нужно будет просто отключить данный сценарий. Что касается самого умного дома, то настроен он у нас сегодня таким образом. Вы можете видеть все 4 наши батареи на обогревателе. Также у нас еще вытяжка и бойлер подключены к умным розеткам. Стоят предыдущие градусники в спальне и на кухне, про которые я рассказывал, как дополнительные. Они дружат у нас с вытяжкой. И стоят датчики протечки воды и датчики дыма. Что мы сделали интересного по сценариям? Заходим в сценарии и мгновенные сценарии.
То есть это то, что случается при нажатии просто одной кнопки. Для примера, если мы посмотрим на нижние ряды, у меня есть «Включить умное отопление» и «Отключить умное отопление». Команда «Включить умное отопление» подразумевает под собой, когда я нажимаю на эту кнопку, у меня включаются режимы автоматизации. Если обогреватель выключился, он включится. Это про все 4 обогревателя. И идет команда на включение всех 4 обогревателей. После этого у нас в помещении начинает работать умное отопление. Начинают работать все 4 конвектора по заданной температуре. Также отключить умное отопление. При нажатии этой кнопки сценарии, если обогреватель выключен, останавливаются, и их можно выключить. После чего идет команда на выключение всех 4 обогревателей. При этом обогреватели выключаются. Сверху вы можете видеть мгновенные сценарии температура 23 и температура 15. То есть, когда мы уже конкретно едем на дачу, я жму температура 23, и помещение нагревается до 23 градусов везде. И в ванной, и на кухне, и в зале, и в спальне. И температура 15. Это когда мы уезжаем, я включаю ее, чтобы не кочегарить дом постоянно на 23 градуса. Он опускается по температуре до 15 градусов, и конвектора поддерживают температуру вот в 15 градусов, чего вполне хватает для простое здание. При этом оно не сыреет. И также включить и выключить режимы умной вытяжки, но сегодня не об этом. Также, как я уже рассказывал, у нас стоят датчики протечки воды и датчики дыма. Датчик протечки воды стоит у нас под ванной. При этом у него тоже есть свои сценарии, где задействованы обогреватели. Вот, к примеру, сценарий по датчику протечки воды. Если он обнаружил затопление, то он выключает сценарий, если обогреватель выключен, при этом обогреватели можно отключить, отключает команду умное отопление, если она была включена, выключает обогреватель на кухне и в ванной, и выключает бойлер. Бойлер у нас тоже подключен к умной розетке. И также датчик дыма. Если датчик дыма обнаруживает задымление, то он останавливает абсолютно все команды по обогревателям сценарии. Если обогреватель выключен, он их отключает, при этом можно отключить обогреватели. Отключает умное отопление, отключает умную вытяжку и далее выключает абсолютно все электроприборы, которые у нас запитаны через умные розетки либо системе умного дома. Это наши 4 обогревателя, вытяжка и бойлер. На самом конвекторе есть такая наклейка, которая говорит о том, что у него ультрамодный X-образный нагревательный элемент, гарантия 36 месяцев, защита от детей, Wi-Fi, таймер и тому подобное. Но наклейку надо перед использованием обязательно снять. Также я забыл упомянуть, что данный конвектор можно подружить с Яндекс.Алисой и через команды по Яндекс.Алисе полностью им управлять. Добавлять либо уменьшать температуру, включать его или выключать, и уменьшать или увеличивать на нем мощность. Также можно ставить на нем и таймер. В общем, прикольная штука, но Алисы на даче у нас нет, поэтому тут я такую вещь не использую. Вот такая классная штука, дорогие друзья. На базе этих конвекторов мы будем строить у себя на даче электроотопление. Будет интересно. Ну а кому было полезно и понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!